Уверен, каждый из вас ежедневно попадает под прохладные струи кондиционеров и вентиляторов и даже не догадывается, что помимо бодрящей свежести данные устройства могут нанести и большой урон организму. Итак, как же избежать негативных последствий от общения с этими чудо-приборами? Здравствуйте, мои хорошие! Начнем с вентиляторов. Где же притаилась опасность? И, как ни странно, их тут сразу две. Во-первых, длительное пребывание под прямыми потоками воздуха может вызвать переохлаждение как определенных участков тела, так и всего организма, что в свою очередь повлечет за собой местное воспаление мышц, нервов или даже целых органов, не говоря уже о простудных заболеваниях. Во-вторых, использование вентиляторов при температуре выше 35 градусов Цельсия может грозить весьма неприятными последствиями. Горячий воздух, который лопасти вентилятора гонит на разгоряченное тело, не охлаждает его, а лишь вызывает обезвоживание организма и приводит к так называемому тепловому истощению. То есть он способствует большему нагреву тела, на перегрев организма отвечает защитным механизмом выделением пота, который на ветру очень быстро испаряется, изначально охлаждая поверхность кожи при этом, но с каждой новой капелькой пота организм теряет все больше и больше влаги, что в конечном итоге и приводит к обезвоживанию. Как следствие, помутнение сознания, головокружение, головная боль, тошнота, а в тяжелых случаях и потеря сознания. Чтобы обезопасить себя от вышеперечисленного, не находитесь длительное время под прямыми потоками воздуха. Просто направьте вентилятор в сторону и больше пейте воды. Вот мы и добрались до младшего, но более мощного брата вентилятора – кондиционера. А что же с ним? Чем он нам может навредить? Простуда, скажете вы. И да, и нет. Давайте для начала разберемся, как он работает. А работает кондиционер по принципу холодильника. У него есть две части: домашняя, представляющая собой морозилку с бесшумным вентилятором, и уличную, насос и вентилятор, который ускоряет охлаждение. Обычные кондиционеры работают так. В верхней части блока находится всасывающее устройство, которое забирает теплый воздух из комнаты, а в нижней расположены жалюзи радиатора, откуда дует уже охлажденный воздух. Вред от кондиционеров заключается в том, что одна и та же воздушная смесь прогоняется через систему охлаждения, а по инструкции при его использовании нужно закрывать окна и двери, чтобы помещение быстрее охлаждалось. То есть скопившийся углекислый газ, другого рода газы, болезнетворные микробы концентрируются в этой комнате в опасных количествах. Длительное пребывание в таком закупоренном помещении чревато появлением головных болей, простудами, появлением других болезней бактериальной и инфекционной природы. Помимо того, любой кондиционер высушивает воздух. Льющиеся на прохожих капли из сплит-систем тому доказательство. Значительные, постоянно происходящие перепады температуры в 15 и более градусов оказывают на организм стрессовое действие, что может привести к развитию местных воспалительных заболеваний, миозитов, невритов, невралгий. Наиболее уязвимыми являются открытые участки тела, лицо, шея, часто верхняя часть туловища. На поверхности испарителя и в воздушном фильтре со временем происходит накопление патогенных микроорганизмов. Причем некоторые опасные микробы хорошо размножаются в таких условиях, значительно увеличивая свою численность. Дышащему таким воздухом человеку это грозит в лучшем случае постоянными простудными заболеваниями верхних дыхательных путей. Наряду с банальными ОРЗ можно заболеть и очень опасной болезнью атипичной пневмонии, которая имеет довольно высокую летальность. Ну что ж, давайте рассмотрим правила пользования кондиционерами, которые позволят вам не заболеть. Первое. Нельзя допускать, чтобы холодный воздух дул прямо на человека и по возможности не находиться в непосредственной близости от воздушной струи. Второе. Обязательно ежедневно, минимум один раз, а лучше 2-3 проветривать помещение. На первый взгляд может показаться нелогичным впускать горячий воздух внутрь, но на самом деле периодическое проветривание играет огромную роль в профилактике инфекционных заболеваний, так как позволяет естественным путем удалять из комнаты накопившиеся в ней микроорганизмы, углекислый газ и увеличить до нормы содержание кислорода. Третье.
Если имеется возможность, то лучше приобретать модели известных, хорошо зарекомендовавших себя производителей с функцией самоочищения и антибактериальным покрытием, препятствующим накоплению и размножению бактерий. Четвертое. Температура воздуха, создаваемая кондиционером в помещении, не должна быть ниже более чем на 5 градусов по сравнению с температурой на улице. Пятое. Производить регулярную замену фильтрующих элементов, не допускать превышения допустимых сроков их эксплуатации. Очень важно производить полную чистку кондиционера, и лучше доверить этот процесс профессионалам. Для бюджетных моделей при ежедневном использовании чистка необходима примерно 2 раза за сезон, то есть каждые 3 месяца. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!